Одна из дешевых камер видеонаблюдения на сегодня с AliExpress. В такой вот коробке приходит все просто. Модель камеры. Приложение CamHi Pro, одно из лучших приложений на сегодня, стабильно работающих, нормальных. 4 мегапикселя, 3,6 мм объектив, 12-вольтовое питание. И посмотрите, коробка может быть для всех камер одинакова, потому что это наидешевый вариант. Не стоит здесь ожидать какой-то комплектации богатой, качественной упаковки. Вот так все приходит. И это те варианты камер, которые до сих пор продаются на AliExpress. У людей они у многих работают. Проблема какая с ней может быть, дальше вам расскажу. Инструкция по подключению, приложение, скачка на Android и на iPhone. Все подробно, ничего сложного. CamHi Pro также хорошо камеры привязываются. Посмотрите на эту камеру и можете вспомнить, наверное, одни из моих первых видео по видеонаблюдению, где я вам показывал такой вариант камеры. Есть они полностью в белых корпусах, есть полностью в черных корпусах. Опа, и вот, кстати, тут может возникнуть проблема. Ну, посмотрим дальше. Козырек-то заклеен уже матовой пленкой черной. Если бы не был заклеен, то сразу можно сказать, что при ночной съемке будут у этой камеры проблемы. Но вот сама внутренность внутри, я посмотрю, что есть вариант, что будет отражать свечение ИК светодиода в матрицу. Посмотрим далее. Черный вариант, гарантированно будет нормальная ночная картинка, когда передняя часть, вот и внутренности, все выкрашено в черное. Камера вот такая, может идти вариант с Wi-Fi, как в моем случае. Wi-Fi антенну прикручиваем. И у нас камера получается Wi-Fi. Может такая камера идти просто в варианте без Wi-Fi, с POE даже, с POE модулем. То есть вопросов как бы нету. Смотрите, такие камеры, они однообразны. Вот, смотришь, что да, Роман такую мне показывал, а я нашел ее на там еще дешевле. Она может быть с разными приложениями. В моем случае приложение CamHi Pro, и я вам показываю, как она работает с CamHi. Есть вариант таких камер с приложениями XMI ICC, есть вариант таких камер с различными другими приложениями. Поэтому вы должны перед тем, как камеру покупать, не только ее внешний вид, определять по внешнему виду ее, а еще и читать информацию, с каким приложением она будет работать. Комплектация, да, простейший, наилегчайший, не знаю, насколько его хватит. Блок питания 12 вольт 1 ампера и крепежный элемент. Все, на отводе кабеля, кнопка сброса к заводских установок, до заводских установок на такой вот длинной ноге пробка герметичная. Камера может работать также по кабелю, от роутера подключил, и у тебя более стабильная связь, более стабильная работа на камеру. По Wi-Fi можно, да, можно использовать, но желательно, чтобы сигнал Wi-Fi был максимальный или выше среднего уровня в месте установки камеры. И разъем для подключения камеры. Карты памяти поддерживает до 128 гигабайт. И смотрите, вот такой вот вариант установки карты памяти. Откручиваем передок. Кстати, все, здесь без стекла идет, то есть в случае чего проблем не составит. Задуть это все баллончиком с черной краской. Все полностью вот это задуваешь, даешь просыхать. Посмотрим дальше. В случае, если будут ночные проблемы с ночной картинкой. И вот устанавливаешь карту памяти в слот. Вот он слот. И вот внутренности все камеры. Все просто. Разъем залит силиконом. Разъем антенны. Корпусы идентичны, внутренности могут быть разные, конечно, в этих камерах. Так, устанавливаем карту памяти, поставлю на 32 гигабайта, и это желательно сделать до того, как ты камеру подключил, имеется в виду включил питание. Так-то ты можешь изымать, устанавливать, менять карты памяти. Здесь чисто хранится информация, а именно видео, никаких драйверов нету, это хранилище, чисто хранилище. Камера также имеет облако. И может, так, здесь по-другому, наверное, не поставишь. Хотя, да, вот низ. Можно определить низ. У нас идет фотоэлемент. Вот он зелененький, глазочек внизу, переводящий камеру в день, в ночь. Он всегда должен, ну, в основном внизу. Поэтому здесь не перепутаешь. Поджимаем, подтягиваем без фанатизма. Ну и понятно, что выставляем козырек, чтобы был
адекватно. Вот так. Козырек вверху, а фотоэлемент внизу. Вот так докручиваем. Это герметичная прокладка получается, силиконовая. Также здесь кронштейн, он пластиковый, но пластик нормальный, такие камеры работают по нескольку лет, там 7, 8, 10 лет уже такие камеры работают без проблем. Если ты физически его не поломаешь никак, то сам он на месте установки камеры ну никак не сломается. Приложение Camhai Pro или Camhai. Camhai Pro более современный дизайн, то есть веб-интерфейс. Устанавливайте сразу его и подключаю камеру. Что может быть с этой камерой? Вот негативный момент какой может быть. Не у всех, но может через время выходить из строя вот этот ИК-модуль. То есть выгорают вот эти инфракрасные светодиоды, можно их назвать уже старого поколения, потому что новые идут другого образца и они более надежные. Эти светодиоды боятся высокого, то есть повышенного напряжения, больше 12,5 вольт, и они просто выгорают по одному. Смотришь ты и через время на камеру, там спустя полгода, год, смотришь, а уже некоторые сектора ну, просто не светятся. Светится из этих там половина может. Резко так, чтобы он вышел из строя, нету такого, но выгорают они постепенно. Соответственно, несколько выгорело, уже на другие светодиоды приходится другое напряжение, то есть ток, и они также выходят из строя. Но есть выход, вот как я показывал, разбираешь, снимаешь размеры модуля, и заказываешь на AliExpress модуль уже с современными линзованными ИК-светодиодами. Просто меняешь. У меня есть видео по этому поводу. Здесь ничего сложного нету. Первое подключение камеры. Блок в розетку. Синим красивым светит. Здесь мигнул индикатор на кабеле. Если хочешь по кабелю подключать, можно сразу подключить по кабелю. На Wi-Fi переключить можно будет позже через приложение. Хочешь по Wi-Fi, подключил по Wi-Fi, потом зашел, переключил камеру на кабель. Кажется, она в автомате даже. Кабель подключил от роутера, и роутер дал свободный IP-адрес камере в домашней сети. DHCP функция включена. Ждем загрузки. Кстати, микрофон в камере есть. Ну, динамика, понятно, нету. За такую стоимость динамик, конечно, не укомплектовали. Но стоимость просто очень классная. Зайдите сейчас, тем более там акция. Вы вообще удивитесь с цены этой IP-камеры. Приложение открыл, пустой список устройств, нету камер. Будет камеры, будут они у вас здесь. Жму плюс, IP-камера. Различные устройства есть для работы с этим приложением. IP-камера. Новое устройство подключенные, имеется в виду устройство в локальной сети. То есть кабелем подключаешь, и у тебя выбираешь второй пункт. Новое устройство. Включите, подождите. Включен, подожден. Подключите кабель, нет кабеля. Звуковое, сетевое. Перейти к добавлению. QR-код огромный с камеры. Здесь процесс такой. Через Wi-Fi получается. Напрямую к Wi-Fi подключаемся к камере, и в последующем это можно будет делать. Не обязательно роутер, а вот нету у тебя, просто тебе нужно на камеру по Wi-Fi со смартфона зайти. Многие спрашивают. Все, кликаешь, то есть видите, как происходит. Подтянула роутер, к которому хочу добавить. Сохраненный пароль, если ты ни разу не вводил, то введи пароль доступа к Wi-Fi этого роутера. Подтверждаю, делится смартфон информацией по паролю Wi-Fi к роутеру. Пожалуйста, выберите конфигурацию беспроводной сети, то есть все прописано. По сути все, осталось присвоить камере название, можешь сам прописать, подтвердить. Все, камера в сети. Вот так вот все происходит. В сети кликаю, внимание, ля-ля-ля, пароль. Или понятно, или да. Да и понятно, вот какая разница. Нажмем да. Все-таки требует, чтобы пароль, и пароль сложный, ввести для доступа на камеру. Это будет твой пароль, который ты, ну, в случае, если забыл, то можно сбросить камеру к заводу кнопкой сброса. Пароль установлен, выбросила назад список устройств. Ну и тут вам помощник, что сделать. Продолжить. Да, понятно, разберетесь. Ну, можно, конечно,
прочитать, посмотреть. Классное приложение, понятное, большие значки, SD качество, HD качество, можешь выбирать качество доступа на камеру в большом качестве, супер, блин. И угол, ну хороший, хоть и 3.6 заявлено, но угол широкий с камеры хороший. Вынесу на улицу, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Хороший микрофон установлен, с камеры хороший звук идет. Включить запись на смартфон тут же, можешь включить, пошла запись, сохраняется в папке смартфона, соответственно, занимается место на смартфоне, поэтому не увлекайтесь. Это не запись на карту памяти. На карту памяти автоматом запись ведется, ну, как вы поставите в настройках, так и будет. Это чисто на смартфон и фото сделать. Сохраняется ваш альбом, там камеры, альбом, можно зайти, будет эти просматривать. Тут же зайти поделиться с людьми. Пролистываем. Для поворотной камеры, камеры есть и поворотная с Камхай. То есть ты эту купил, понравилась тебе, установил ты ее, работает она. Ты еще хочешь, к примеру, поворотную камеру купить, чтобы они были в одном приложении. Есть для этого приложения офигенные поворотные камеры с большим зумом. Есть попроще, подешевле, есть хорошие, ну и стоят они хорошо, но и зумируют они на хорошее расстояние и ночью также с ночной подсветкой до 100 метров. То есть ты поставил ее на 10-й этаж, следить за автомобилем, да блин, она будет следить за всеми там с большого расстояния. Так, и тут вот и слежение включать, если камера поворотная следит за людьми. У нас все просто, поэтому ничего здесь такого нету. Да, режим ночного видения, цветное, обычное ночное или по людям. Ну, тут нету ни белых светодиодов, ничего, в общем-то, наверное, отслеживание движений, ничего нету. У нас простейший вариант камеры за смешные деньги. Вот так вот можно, также на значки все здесь. Так вот можно заполнение. Заполнение, самоадаптация. Ага, понятно, даже такой есть вариант просмотра. Плюс, да, вот смотрите, даже такое плавное цифровое зумирование. И смотрите, сохраняется неплохое качество. Можно даже вот читать. Читать надписи на коробках. Ну и нормально так просматривать. До какой степени. Ну, смотрите. Прикольно. Это цифровой зум. Это не зум, который оптический. Чтобы вы понимали, это просто возможности приложения. Чем больше приближает, тем больше теряется качество с картинки. На TikTok подпишитесь, там анонсы. Вот сейчас я снимаю для вас, на YouTube еще не вышло видео, а в ТикТоке уже будет краткое видео с описанием, с рассказом, что будет в следующем видео. И, кстати, эти камеры я вам продаю в Украине по цене AliExpress после видеообзоров. Заходи, вот надо, первая твоя учебная камера, и покупай. Будет работать, будет все в порядке. Давайте по настройкам. Можно, вышел ты вот список устройств, будет еще одна камера, будет здесь. Можно одновременно просматривать их, будет у тебя их 4, 10. Открывать одновременно, как видеорегистратор. Камеры могут быть установлены в разных местах, но они все у тебя будут на приложении. Дом, работа, офис, склад, гараж. Все здесь. Зашел, открыл все и одновременно смотришь, кликнул по каждой камере, послушал, где что происходит. То есть возможности очень большие за небольшие бабки. Смотрим, настройка беспроводной сети, понятно. Можно роутер, будет список роутеров. Включаешь и переключаешь, например, если тебе надо на другой роутер по Wi-Fi. Управление сигнализацией уведомлениями, получение сигнала тревоги. Включаем тревожный толчок, имеется в виду уведомления на смартфон. Почему? Сигнал тревоги обнаружения есть. Звуковая из динамика, у нас динамика нету. Признание гуманоидов, рамка объекта распознавания. Есть у нас интеллектуальная тревога, то есть по человеку. И будет выделять человека. Такая камера уже за такие деньги идет и уже с интеллектуальными возможностями. Как раньше, блин, только можно было мечтать об этом. Чувствительность. Можно по периоду ставить график.
когда будет определять людей и присылать вам уведомления. Можно там на день выключить, на ночь, когда захочешь. Рычаги сигнала тревоги. Захват изображения, сигнал на карту SD. Запись на карту SD, когда сигнал тревоги выдает сирену. Срабатывает, не нужно. На электронную почту также можешь настроить приход уведомлений. Там, кажется, с фото возможность есть. На FTP сервер также. Показывал я вам, что такое FTP сервер и как он настраивается. Захват сигнала тревоги по тревоге на FTP. Или же по стоянку, то есть количество снимков. С снимками тоже нужно разобраться, я по снимкам пока нет. Вот вся настройка на карту памяти. Ты включил, и у тебя будет писаться. Настройка видео. 2 потока. Просто разрешения смены нету в камере, поэтому даже и не показывает, сколько разрешения. Но подключу я ее сейчас, потом покажу вам, что регистратор скажет по ней. Кстати, можно также поставить программу на компьютер от Камхай. И с компьютера удаленно заходить на камеру. Также можно в веб-интерфейс зайти по IP-адресу внутреннему. И там все настройки также по камере. Но смысл, когда у нас здесь есть приложение, и здесь можно многое чего сделать, не заходя на компьютер. На компьютере, кстати, компьютер ты можешь использовать как сервер, но он должен постоянно тарабанить, чтобы сохранять видео круглосуточно с камеры. Так, можно чувствительность микрофона увеличить. Настройка SD-карты, вот. Емкость давайте отформатируем. Вот я ее вставил. Перед этим отформатировать именно в камере, чтобы была гарантия, что нормально будет запись вестись. Карта отформатирована. Заходим. Настройка времени. Синхронизация с телефоном делаю. Все синхронизируется, и часовой пояс, и все. Все, в общем-то, здесь ничего не нужно. Начальная настройка. Перезагрузить устройство или к заводским вернуть. Можно и кнопкой вернуть. Если есть доступ на камеру, можно через приложение. Информация об устройстве и удаление устройства. Камера подключена, работает по Wi-Fi. Просто переключу ее на кабель. Кабель от роутера. Один конец свободный разъем роутера, другой вот RJ45 подключаю в камеру. Был бы динамик, то голосовое сопровождение сказала камера, что переключена, к примеру, на динамик. У нас загорается индикатор, говорит о том, что камера подключена по кабелю. Камера на смартфоне открывается. Также ты уже берешь смартфон, включаешь мобильный интернет на смартфоне и забираешь его с собой, и можешь отслеживать эту камеру из любой точки мира. Главное, чтобы камера вещала в интернет, была подключена к интернету. И смартфон, чтобы также был у него доступ к интернету. Все это работает через интернет, и работает это бесплатно. Платным у тебя будет облако, за которое ты будешь несколько долларов в месяц платить в зависимости от количества сохраненных дней. Какой тариф закажешь. Именно удаленное отслеживание камеры, получение уведомлений, приложение, все это работает бесплатно. Заплатил один раз за камеру, все остальное бесплатно, кроме облака. Очень классная картинка за такие деньги, просто суперовая, со звуком, то есть смотришь, звук с улицы, без лишних помех, все работает отлично. Приходят уведомления по людям, как я и вам показывал, как ты настроишь камеру, так она и будет работать. И картинка с приложения, то есть с видеорегистратора XMI-евского. Видеорегистратора другого производителя, но камера работает с ним по OnVIF протоколу совместимости разных производителей. Выводится на экран картинка, пишется видео кстати, по человеку пишется видео. Видишь ты, когда человек проходит, выделяется человек рамкой и включается запись на жесткий диск видеорегистратора. То есть по тревоге видеорегистратор с камерой совместим полностью. Звук также есть в колонках видеорегистратора, или же если видеорегистратор подключен к телевизору, ты получаешь также звук из колонок телевизора. Также здесь можно посмотреть компрессию на 18 канале, куда я добавил камеру. Формат сжатия 265, 4 мегапикселя, 25 кадров в секунду. По тревоге отсюда мы, конечно, не сможем управлять по OnVIF протоколу, навряд ли ты будешь управлять. Вот, видите, по людям здесь не поставишь ничего, просто можешь включить на канал тревогу, можешь выключить.
То есть именно возможности видеорегистратора изменять. А камеру ты настраиваешь на веб-интерфейсе или на приложении. Ну, это для кого нужно эту камеру будет использовать, например, в большой системе видеонаблюдения. В основном-то их люди покупают, ну, как для одиночного использования. Карту памяти поддерживает, заходишь, смотришь, что записала. Доступ есть, все, ее прикрепил, и она работает как одиночная. Но также она может работать и в большой системе видеонаблюдения. Надумал ты приобрести в будущем видеорегистратор, ты эту камеру также привязал к нему, и она с ним работает. И теперь у нас есть возможность камеру отслеживать с ее приложения CamHi Pro и с приложения XMI видеорегистратора. Заходишь на видеорегистратор XMI-евский, на приложение XMI, открываешь, и она на 18 канале, также ты можешь ее отслеживать вкупе с другими камерами. Приходит уведомление, дождались мы наконец-то человека, уведомление офис. Смотрите на чувствительность на приличном чувствительность расстоянии. Вот, в общем-то, в дешевых камерах XMI-евских там это заканчивалось до дороги. Ну, так же и да, примерно так же. На хорошее расстояние работает чувствительность по определению человека. Приходят тебе уведомления, включается запись на регистратор, включается запись на карту памяти, установленную в камеру. Хочешь ты по всем движениям, также можно выключить человека, и будет она по всем движениям. Пробежала собака, проехала машина, что-то еще, все будет писаться, тебе присылаться. Такие возможности есть. Камера продолжает удивлять. За целый день отработала отлично, и также ночная картинка с камеры на хорошем уровне. Та беспроблемная картинка, которая годна к просмотру. Смотрите, да, есть моменты, ночная картинка без дополнительного освещения, предметы будут тянуться, есть вот такие моменты. Но по людям работает камера также эффективно и ночью. И что вы должны помнить при этом, это цену этой камеры. Ты получаешь, то есть ты платишь недорого, а получаешь вполне таки хороший вариант. Видно, что модуль с этими ИК-светодиодами, он не такой эффективный. Давно я не встречал таких камер, то есть не использовал ни у себя в системе, не заказывал их для видеообзора. Посмотрите, это именно модуль. Видно по свечению, по лучу этому, узкому лучу, вот такому вот направленному. Это именно вот эти старого поколения инфракрасные светодиоды дают такой вот луч. Более современные светодиоды, они более широкий луч дают, и картинка освещена более равномерно. Вот такой минус, вот один из минусов этой камеры, что она имеет. Модуль с устаревшими инфракрасными светодиодами. Если ты захочешь в дальнейшем заменить, все это возможно. Не подтвердились мои подозрения по ночной картинке в белом корпусе, что будут какие-то засветы. Никаких засветов нету. Камера работает отлично. Заходим на карту памяти. И камера с этим приложением CamHi — это очень хороший вариант для использования. Приложение стабильное, приходят уведомления по силуэту человека. Заходим на карту памяти и смотрим за день записи. По времени, по дате записи сохраняются. Кликаешь, открывается запись. Или скачать сразу же на смартфон можно и поделиться файлом. Это с картой памяти. Или воспроизвести. Воспроизведение открывается. Со звуком все можешь просматривать, проматывать, и в хорошем, очень таких хорошем качестве. Особенно качество хорошее со смартфона. Вот со смартфона камеру могу посоветовать для тех, кто ищет недорогой вариант. Вот люди откровенно бывает ищут, вот мне самую дешевую, но чтоб работало. Вот именно тот вариант. Кому нужно качество картинки с лучшим разрешением, с лучшей картинкой, с более плавной, потому что здесь хоть и 25 кадров в секунду, но видно, что предметы дерганые, то есть нету реалистичной картинки, вот как смотришь ты глазами. Поэтому те камеры есть такие, и стоят они подороже. Все видеообзоры есть у меня на канале практически, заходи или же пиши в комментариях, я все комментарии читаю и отвечаю тебе на них. Эта камера продается в Украине по цене AliExpress, на моем телеграм-канале, телеграм-чате. Также все полезные ссылки
там, где можно со мной связаться, под этим видео, в описании и в комментариях. Заходите, всем удачи и до следующих видео.